Тренировка под древним деревом Бодхисаттвы для Сяо Яня была превосходной. Он достиг 9-го этапа развития почтенного воина 9 звезд. Его аура ужасала, поскольку он находится в шаге от мнимого святого. Очень эффектно он вышел из медитации, разломы пространства смотрятся неплохо. Прямо там, возле древнего дерева, Сяо Янь проучил своих противников. Теперь справиться с Хуньюем ему легче простого. А представьте, если Сяо Янь на пике почтенного воина еще и воспользуется тату клана, что ранее было тройной метаморфозой пламени. С этим усилением ему и против мнимого святого можно выступить. И как раз такой эксперт нашелся. Гую, второй Тяньцзун зала душ. Как мы говорили в предыдущем видео, Сяо Янь создал пятицветный лотос уничтожения и напрямую атаковал Гую. Но на удивление, второй Тяньцзун не просто выжил, он остался стоять на месте. К слову, Гую на уровне мнимого святого продвинутого или высокого уровня. Мнимый святой Баншен, как мы знаем, делится на начальную, среднюю и высокую стадию. Между ними тоже немалый разрыв в силе. Так вот, второй Тяньцзун Гую был на пике мнимого святого, на продвинутой стадии. Это, естественно, намного сильнее пика 9 звезды почтенного воина. Так как же Сяо Янь спасется? Давайте рассмотрим. Итак, после взрыва лотоса и исчезновения огненной бури, Гую, казалось, почти не пострадал. Черный скелет продолжал стоять в воздухе. Сяо Янь был в шоке. Он не верил, что пламенный лотос уничтожения не смог нанести вреда Гую. Но потом поверхность черного скелета внезапно треснула под пристальным взглядом Сяо Янь. Костяная броня взорвалась, и костяные фрагменты расселись вокруг. Радость в глазах клана Хунь быстро исчезла. Костяная броня Гую разрушилась, обнажив само тело скелета, что также покрылось паутиной трещин. В тот же миг скелет превратился в пыль. Гую вернулся в свое человеческое тело и вдруг выплюнул полный рот крови. Его лицо было бледным. Гую вытер следы крови из уголка рта. Он медленно поднял голову. «Сяо Янь, у тебя действительно есть способности. Даже если ты серьезно ранил меня, я все равно заберу твою жизнь». Не успел второй Тяньцзун закончить, как перед ним возник золотой гигант Сяо Янь. Кулак, как металлический, безжалостно устремился к голове Гую. Эта внезапная атака немного поразила Гую. К счастью, он успел вовремя оправиться. Он насильно подавил травмы в своем теле и быстро отразил удар. Произошло столкновение. Огромное золотое тело отшатнулось на дюжину шагов. На огромном кулаке гиганта Сяо Яня остался отпечаток руки Гую. Способности мнимого святого, даже серьезно раненого, были по-прежнему довольно пугающими. Гую быстро стабилизировал свое состояние. «Если ты хотел убить меня, то тебе не хватит сил». Лицо Гую наполнилось свирепостью. Будучи древним и опытным экспертом, ему никогда не приходило в голову, что он будет серьезно ранен кем-то из молодого поколения, да и еще почтенным воином. Сяо Янь и вправду удивляет. Оказывается, если бы душа Гую вовремя не сбежала из скелета, он бы получил травму, от которой не смог бы исцелиться, из-за этого страшного огненного лотоса. Гую внезапно появился перед Сяо Янем, намереваясь схватить его. Тем не менее, пространство позади Сяо Яня внезапно запульсировало, и большая рука обернулась вокруг него. Появилась пространственная трещина, и знакомая Сяо Яню фигура медленно вышла из нее. Да, Сяо Яню пришли на помощь в этой сложной ситуации. Хотя Гую был ранен, но все же на высоком уровне мнимого святого Баншен по-прежнему был опасным противником. Кто же пришел спасти Сяо Янь? Голос разлетелся над землей. «Гую, ты не стесняйся нападать на представителей молодого поколения, несмотря на свой статус?» Второй Тяньцзун был поражен. Яо Чень? Сяо Янь был также ошеломлен появлением Яо Лао. «Учитель, почему вы здесь?» Дело в том, что Сяо Янь еще не воспользовался нефритом, что дал ему учитель на случай опасности. Так почему же он оказался здесь? Получилось очень интересно. Поскольку Сяо Янь слишком долго пробывал в древнем регионе, Яо Лао начал волноваться, поэтому решил прийти сюда и проверить, все ли в порядке. Неожиданно Яо Лао обнаружил, что Сяо Янь попал в подобную ситуацию. У Яо Лао как будто чутье или интуиция, вам не кажется? Оценив ауру Сяо Яня, учитель похвалил его, так как его сила значительно увеличилась,
за эти несколько коротких месяцев. Группа Гусюнер вздохнула с облегчением, когда они увидели внезапно появившегося Яо Лао. А что же с Гую, вторым Тяньзуном? Яо Лао перевел взгляд на Гую. Издевательство над членом молодого поколения не демонстрирует твоих возможностей. Почему бы нам не сразиться? Что скажешь? Лицо Гую дернулось. И он, и Яо Лао были экспертами уровня мнимого святого. Если бы он был в своем лучшем состоянии, он бы не беспокоился. Но сейчас Гую был ранен, его шансы на победу против Яо Лао не превышали и 30%. Гую был хитер и коварен. Понимая свои шансы, он попытался вызвать еще одного старого эксперта из своего клана. Как мы знаем, клан Хунь либо быстро сбегает, либо зовет на помощь кого посильнее. Но не успел Гую что-то предпринять, как возникло пространственное колебание, после чего из пространственной трещины вышла пожилая фигура. Кто же это был? Старейшина Тонь Сюань. Сяо Янь вспомнил этого старейшину, которого встречал в царстве Гу. Старейшина Тонь Сюань улыбнулся Сяо Янь. Далее он повернулся к Яо Лао. Это должно быть почтенный Яо Чэнь, то, чье имя потрясло центральные равнины в прошлом, верно? Хотя в настоящее время, кажется, тебя теперь правильнее будет называть Святым Яо. Яо Лао просто сложил руки вместе, когда услышал голос старейшины Тонь Сюань. Генерал Гу Циньян и члены клана Гу поприветствовали своего старейшину. Гу Циньян вкратце рассказал о произошедших событиях. Клан Хунь становится все высокомернее. Выражение Гую полностью испортилось, когда он посмотрел на старейшину Тонь Сюань и Яо Лао. Оба они были элитными мнимыми святыми. Он, может, и полагался на силу клана Хунь и не проявлял страха перед павильоном падающей звезды, но ему нужно было проявлять осторожность перед кланом Гу. Этот чрезвычайно древний клан обладал очень мощной силой. Хунь Юй и эксперты клана Хунь подлетели к Гую. Их преимущество испарилось. «Стоит ли вызвать подкрепление?» – спросил Хунь Юй. Но поскольку они не видели сердце Бодхисаттвы, то решили отступить. Здесь были члены клана Гу. Если клан Хунь позовет других экспертов, они сделают то же самое. Это не принесет пользы. Вот и ответ на вопрос, почему Яо Лао и Тонь Сюань не напали вдвоем на Гую и не убили его, пока он ранен. Такие кланы, как Хунь, всегда могут вызвать кого-то сильнее, а это уже может привести к масштабному сражению. Так вот, Гую был серьезно ранен огненным лотосом Сяо Янь. Он мог лишь с трудом сдерживать мнимого святого. Что касается небесных фениксов, они не хотели становиться врагами фракции вроде клана Гу. Следовательно, Цзю Фэн тоже не вызвал подкреплений. Яо Лао и старейшина Тонь Сюань не пытались остановить клан Хунь. Они понимали, что действительно не могли задержать группу Гую. Она определенно имела еще пространственные нефриты, которыми они могли вызвать других экспертов из своего клана. Как обычно, перед уходом они бросили угрозы Сяо Яню и исчезли. Но в этот раз Гую объявил войну Яо Лао и павильону падающей звезды. И мы знаем, что это нападение действительно произойдет чуть позже. Небесные фениксы ушли вместе с группой Хунь. Сяо Янь немного расстроился, наблюдая, как те люди ушли. Какая жалость! Наша стычка не привела ни к чему, кроме серьезного ранения Гую. Но Яо Лао рассмеялся. Ты уже совершенно невероятен, раз смог нанести вред предельному мнимому святому. И добавил, мы ничего не можем сделать, если они хотят уйти. Клан Хунь слишком силен. Если бы мы участвовали в реальной битве, мы были бы теми, кто в конечном итоге пострадает. Старейшина Тонь Сюань из клана Гу согласился. Однако положение Хунь Юя оказалось крайне плачевным. С ним очень безжалостно поступил сам Хунь Тяньди. Хунь Юй вернулся с пустыми руками, не добившись ничего, и, разумеется, был сурово наказан. Святой Гую еще отделался легко, ведь он лишь подмога и может заслужить прощение своими былыми заслугами. А вот для Хунь Юя все оказалось куда хуже. Он вел с собой целый отряд, но не смог заполучить ни одного семени Бодхи, не говоря уже о сердце Бодхисаттвы. Более того, в живых остался только он один, что выглядело как полное поражение и проявление слабости. Гую и Хунь Юй ощутили мощное давление, и было ясно, что только сам глава клана Хунь, Хунь Тяньди, способен наказать их таким образом. Хунь Юй оказался в особенно тяжелом положении. Хотя Хунь Тяньди даже не появился лично, он издалека высвободил духовные цепи, которые мгновенно связали Хунь Юя, вытянули его душу
и даже лишили божественной крови. Хунь Юй больше не появляется в новелле, поэтому неясно, был ли он убит Хунь Тяньди за свою неудачу сразу же, или принесен в жертву Хунь Тяньди в своей попытке войти в царство Даоди. Итак, поскольку вопрос с древним деревом Бодхисаттвы подошел к концу, группа Гусюнер поспешила обратно в царство Гу. Все-таки глава Гуюань беспокоился о Гусюнер. Она попрощалась с Сяо Янем и попросила быть осторожным. Сяо Янь кивнул, он также понимал, что существует большая разница в силе между суперфракцией вроде клана Хунь и растущим павильоном падающей звезды. Сяо Янь решил, что как только вернется, должен немедленно уединиться, чтобы очистить сердце Бодхисаттвы и стать святым. В противном случае павильон падающей звезды будет в опасности, когда клан Хунь атакует. Сяо Янь вздохнул, когда группа Гусюнер исчезла. Покинув пределы древней пустоши, пора возвращаться в павильон падающей звезды. Как видим, арка дерева Бодхисаттвы закончилась. Напишите, кстати, в комментариях, как вам эта глава сюжета, понравилась или нет. Но следующая арка будет куда круче. Становление Сяо Яня святым. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк под этим видео. И всем пока.